Всем привет! Я для вас подготовила такую интересную тему, что с ума сойти можно. И это тема негативной установки, или как еще их называют, ограничивающие убеждения. Поверьте, к концу видео вы поймете, что у вас такие вредности тоже есть, и они будут исчисляться десятками. И чтобы было понятно, сначала я расскажу план этого видео. И в первой части я объясню, что же такое установки, откуда они у вас взялись и с чем их едят. И во второй части я помогу вам выявить эти установки. Есть специальные паттерны, вопросы, на которые вы можете ответить и тем самым вычислить их. Итак, начнем. И что же такое установки? Установки — это то, во что мы верим и чему придерживаемся в жизни. То есть установки — это наши убеждения. И есть как негативные, так и позитивные установки. И к позитивным установкам относятся следующие. Когда тебе родители с детства говорили, что ты можешь добиться всего, чего захочешь, также ты строишь свое будущее сам, также лучше поздно, чем никогда, и ничего страшного, если один раз у тебя что-то не получилось, значит в следующий раз получится. Ребенок вырастет, и с этими установками, заложенными в него с детства, он будет на протяжении своей жизни чувствовать себя более уверенным, то есть знать, что его жизнь зависит только от него, добиваться своих целей и также знать, что не нужно сдаваться при первой же неудаче. Или, например, такая установка, что здоровье нужно беречь с молода. Это звучит больше как поговорка, но если вы ее знали, есть вероятность того, что вы осознавали, что да, нужно заботиться о своем здоровье, допустим, заниматься спортом или не иметь вредных привычек. Такие позитивные установки на протяжении нашей жизни помогают нам становиться лучше, двигаться дальше, принимать правильные решения и быть уверенными в том, что мы делаем. В этом видео я не буду развивать эту тему позитивных установок, потому что это просто замечательно, что они у нас есть и не мешают нам жить. Но есть и негативные ограничивающие установки, в которые мы свято верим и которые буквально портят нашу жизнь. Они ограничивают нас в наших действиях, просто мешают нам двигаться вперед и добиваться того, чего мы хотим, и также препятствуют построению здоровых отношений между людьми. И откуда они у нас взялись? Есть множество источников. И могу назвать первый, что нам внушает их общество. Например, такие, что мальчики не должны плакать, все мужчины изменяют, девушка первая не должна проявлять инициативу, и девушкам обязательно нужно выйти замуж и родить до 30 лет. Дальше, второй источник. Нам внушают их люди, которые для нас являются авторитетом. Это родители, это учителя и, допустим, вторые половинки. Такие установки, как «не будешь слушаться, заболеешь», «девочка должна быть скромной», «ну почему ты такой бездарь». Третий источник — убеждения на основе вашего негативного прошлого опыта. То есть, допустим, когда вы в школе выступали на каком-то мероприятии с докладом перед аудиторией, перед вашими одноклассниками, и, как вам кажется, вы провалились в тот момент, теперь на всю жизнь у вас убеждение, что я плох в публичных выступлениях, у меня нет таланта. Дальше, четвертый источник из пословиц, поговорок и народных мудростей. Например, такие: «Лучше синица в руке, чем журавль в небе», «много просишь, мало получишь». Пятый источник. Они формируются исторически, то есть после исторических событий, таких как войны, репрессии, революции, голод. И то есть в мировоззрении людей заложилась определенная картина, определенные мысли, которые были правильными в тот момент, но, допустим, частично или совершенно неправильные уже в настоящее время. Допустим, моя бабушка все время утверждала, что выкидывать еду — это грех, потому что сама она испытывала голод, когда была маленькой, и мы на протяжении своего детства слышали постоянно эту фразу. Дальше, допустим, многие мужчины погибали на войне, и то есть после войны была нехватка мужчин, и у женщин сложилось такое убеждение, что нужно держаться за любого мужчину, даже если он, мягко говоря, не очень. Такие убеждения передаются из поколения в поколение, и
даже если они сейчас уже не актуальны, они все равно усложняют жизнь людям. И дальше поговорим о второй части этого видео, как выявить установки у себя, то есть какие паттерны, какие вопросы, помощники, которые вам могут подсказать выявить их. И я посмотрела очень много ресурсов, то есть выписывала определенные установки людей и сформировала эти паттерны по группам, то есть чтобы вам было легче обнаружить их и искоренить. И первый паттерн — это сверхобобщение, когда ты используешь такие слова, как «все», «никто», «никогда», «всегда». Я перечислю их. Допустим, все люди завистливые, все проблемы из-за денег, все американцы толстые, все русские пьют, мне все достается большим трудом, меня никто не любит, я никогда не выйду замуж, мне никогда не везет. У женщины в доме должен быть всегда безупречный порядок. Все браки рано или поздно распадаются, никому нельзя доверять. И дальше вторая группа — это преувеличение. Я приведу примеры. Допустим, если когда-то у меня что-то не получилось, то и никогда не получится. Или я испортила все тогда. То есть есть пример такой интересный. Если вы приготовили очень классный ужин, очень много разнообразных блюд, то есть у вас какой-то праздник, и, допустим, вы один салат не досолили, то если у вас кто-то спросит соль, то есть немножечко досолить салат, если у вас есть эти установки, то вы будете думать, что вечер испорчен, и вы забудете все хорошие моменты и будете вспоминать только какие-то преувеличенные негативные моменты. А дальше. Меня не за что любить. Наверное, все помнят до сих пор мой школьный позор. Далее, третья группа — это черно-белое мышление, то есть крайности, когда нет чего-то среднего, а есть всегда либо плохо, либо хорошо. Допустим, если я не идеальная мать, значит, я плохая мать. Если у меня не идеальный порядок в доме, значит, я плохая хозяйка. Люди либо хорошие, либо плохие. Если я не могу готовить что-то определенное, то значит, я плохо готовлю. Я талантлива во всем или не талантлива ни в чем. Нужно делать либо идеально, либо никак. И если знаешь, что сделать прям идеально не получится, то ты даже не начинаешь. Далее, четвертый пункт. Когда у вас есть свод правил, которые вы либо наработали в ходе своего негативного опыта, либо же вам навязало это общество, то есть это характеристики, которые вы применяете к себе и к другим людям. Тут ключевые слова «должна», «должен», «нужно». Допустим, девушка не должна звонить первой, женщине нужно быть идеальной во всем, для мужчины показывать чувства или плакать слабость, девушка должна быть аккуратной, девушка должна быть скромной, тебе нужно хорошо учиться, чтобы в будущем иметь хорошую работу. Так, пятая категория, когда идет негативное навешивание ярлыков и стереотипов. То есть ключевые фразы здесь «я» и что-то негативное, определение какое-то негативное. Дальше «я не», «у меня нет». То есть «я неряха», «я ленивый», «я глупый», «я в плохой физической форме», «я не креативный», «у меня нет таланта к рисованию», «я некрасивый», «я вешу слишком много», «я не умею зарабатывать», «я не профессионал». Дальше. Шестой пункт. Народная мудрость. Сюда относятся пословицы, поговорки, крылатые выражения. Такие как «много просишь, мало получишь», «все хорошее когда-нибудь заканчивается», «деньги портят человека», «бьет, значит любит», «жизнь трудная штука», «мужчина должен быть чуть красивее обезьяны», «не в деньгах счастье», «нет денег, нет проблем», «выше головы не прыгнешь», «все мужчины одинаковые», «образование — это гарантия финансового успеха», «без денег и связи ничего не добиться», «чем выше поднимаешься, тем больнее падать». Дальше, седьмое. Я захотела выделить эту тему отдельным пунктом, то есть этот паттерн отдельным пунктом. Это про отношение к молодости и старости. Допустим, такие: после 30 все начинает потихоньку болеть. С возрастом здоровье будет только ухудшаться.
что-то попробовать или начать необходимо в молодости, потому что будет поздно. Я уже старый, что с меня взять? Если бы я был помоложе, я бы и продолжение. То есть тут многочисленные, я не знаю, конструкции можно придумать. Если бы я был помоложе, я бы записался на танцы. Если бы я был помоложе, у меня бы было больше энергии, чтобы делать какие-то то есть творческие вещи или то, чем я хотел бы заниматься. Если бы я был помоложе, я бы записался на плавание и ходил на плавание. То есть это все, как мне кажется, просто какие-то убеждения. По этим шаблонам вы можете определить какие-то свои установки. То есть большинство тех, которые я находила, то есть которые мне встречались, они укладываются как раз в эти группы. И возможно, вы найдете что-то еще. Я вам предлагаю, если вы еще этого не сделали, перемотать на ту часть видео, когда я начала объяснять эти паттерны, и просто выписать их куда-то. И дальше просто выписывать все, что вам приходит в голову. То есть я думаю, что это занятие растянется не на один день. Скорее всего, это будет неделя, месяц, может быть, у кого-то даже больше. Я могу вам еще предложить, что вы, конечно, можете выписывать все свои убеждения по сферам, такие как карьера, отношения с собой, с любимыми, с окружающими, самообразование, то есть это навыки, таланты, деньги и здоровье. Но когда я сама записывала свои убеждения, у меня получилось так, что по категориям для меня не работало, я просто выписывала все, что было в моей голове. И я думаю, что для кого-то, возможно, работает это так же, как для меня, то есть без определенной системы, а для кого-то, возможно, будет помощником категории, что вы будете конкретно думать про конкретную тему и оттуда уже выщеплять какие-то свои убеждения. Также вы можете, допустим, вспомнить какие-то ваши барьеры. То есть, когда вы говорите, что у меня нету таланта, или вы верите в то, что вы что-то не можете, и поэтому вы что-то не начали делать, то есть не приступили к какому-то занятию, тем самым, вероятно, здесь что-то сидит, вероятно, здесь сидит какое-то убеждение, которое просто мешает вам это делать. Подумайте конкретные истории, конкретные, может быть, ситуации негативные из жизни, возможно, вы после них выявите что-то. И уже на следующей неделе, когда у вас будет готов список даже с какой-то маленькой частью ваших убеждений, вы сможете применить какие-то практики из следующего видео, где я буду объяснять, как же убрать их, точнее, как же не реагировать на них, когда вам нужно что-то делать, чтобы вас эти убеждения не останавливали, чтобы вы продолжали делать правильный выбор. И по традиции ставьте лайки, подписывайтесь, вы меня этим очень сильно поддержите. И встретимся на следующей неделе.